Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 18 по 24 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И я решила немного изменить формат видео. И если мы говорим конец 2023 года, каждым днем, наверное, приближается уже новый 24 год. И мы невольно подводим итоги, строим планы на будущее. Вот исходя, наверное, из итогов, я решила задать такой вопрос картам. События на пороге. Может быть, вот в эту неделю именно каковы будут события? Что для вас наиболее важным будет? Чем вам придется заниматься или о чем вы будете думать? Что больше занимать будет ваши мысли или вашу жизнь? Какая ситуация может быть? Вот давайте мы узнаем об этом. Первую карту такую мы и достанем. События на пороге вашей жизни. Что же за события для вас, мои дорогие львы и львицы? И в связи с этим ваше внутреннее состояние, ощущение, ваше настроение на этой неделе. И достанем карту, а внешняя обстановка, то есть это то, что вы думаете, как вы чувствуете, а что есть на самом деле, узнаем. Что важно знать или для чего какое-то событие было нужно в вашей жизни? Неожиданности, чего не сможем избежать. И достанем карту, что скрыто. Достанем карту, что будет радовать, что будет помогать. По основным сферам жизни посмотрим энергетику, дела, работа, бизнес, энергия денег на этой неделе и что в личной жизни. Достанем карту совет, как карты видят эту неделю. Итак, что же за события на пороге? Вот так. Обновление. У кого-то обновление в отношениях, у кого-то новые планы на работу, у кого-то столкновение с конкретным человеком. Мои дорогие, вот в этой колоде карт, карта шута или дурака, она имеет несколько иной смысл, чем в других колодах. И здесь буквально прописано так. Идет женщина, громко поет песни, стучит в бубен, привлекая к себе внимание. Вы можете столкнуться с таким персонажем, который, правда, действует как-то, но не совсем адекватно. Хотя и, безусловно, общее значение этой карты как элемент новизны, начало чего-то нового, мы тоже исключать не можем. У кого-то двояко ваши планы, но вы боитесь в чем-то ошибиться. Или вы пока не просчитали, или вы сами чувствуете просто, мои дорогие львы и львицы, что какой-то жизненный этап вы словно перешагнули. Но пока выводы сделать сложно. Поэтому вы сами можете себя ощущать отчасти, когда иду не знаю куда, или не могу просчитать какую-то ситуацию, не могу сложить что-то в логическую цепочку развития событий, и что-то произошло. Понятно, что да, я чувствую, что-то завершилось, но облечь это в какую-то форму конкретную пока невозможно. Давайте ваши ощущения посмотрим. Тут вообще колесо фортуны, когда что-то меняется. Наверное, ангелы, хранители, сама Вселенная, пространство, высшие силы меняет вашу судьбу. И все то, что я сказала, тут, правда, вот такое ощущение, что я уже как какой-то гештальт закрыл. И вот теперь я на пороге чего-то нового. Но что это новое, даже проанализировать пока сложно. И тут вот ощущение перемен. Вообще эта карта, посмотрите, нам показана семья, и как будто отец семейства смотрит, разжигает, как будто поддерживает огонь. И очень важно по этому значению, чтобы огонь и не обжег, а только сохранял тепло. Вот какие-то ваши такие действия должны быть на этой неделе. Умело, может быть, воспользоваться обстоятельствами или событиями жизни, которые приходят на ваш порог, предложениями или услышанной новостью, информацией. Действительно, у вас тут что-то меняется. Оно уже как будто поменялось. И продолжаются эти перемены, мои дорогие львы и львицы. Вот интересно, давайте мы узнаем, обстановка какова же вокруг вас. Ну, девятка кубков. Карта самодостаточности, когда у меня все есть. Когда
есть такой момент, мои дорогие, когда мне никто не нужен. Пусть не в этой колоде, но она тоже такая темноватая. Посмотрите, карта. Это о чем говорит? Что у меня, я называю эту карту картой эгоиста. То есть у меня сейчас все под контролем. Карта самодостаточности. Что в принципе, да, что-то у вас получилось. Удалось совершить. Или это еще и ваше внутреннее состояние, которое достаточно гармонично, что бы вы тут ни думали, пусть не можете выстроить какую-то свою как стратегию, тактику на длительный период времени или тезис-план создать четкий, последовательный, но все равно вы идете в унисон со временем. И вы знаете, и возможностями главное, потому что это в первую очередь карта финансового успеха, финансовой состоятельности и собственной самодостаточности, самоуверенности, когда перед нами открываются новые перспективы, и я точно знаю, шанс я не упущу. Вот что-то тут такое интересное. Хорошо, что важно знать, или какое-то событие, для чего вам было нужно. Смотрите, еще один старший аркан, третий уже. Вот, наверное, из этого нулевого аркана ваша задача в императора. Смена статуса, мои дорогие. У кого-то по работе, у кого-то по личной жизни. Видимо, по-разному будет, безусловно, потому что и история жизненная, личная у каждого своя. Но это когда вы остаетесь довольными. Это карта власти. И даже если меня девушки смотрят, это более, ну, такие жесткие энергии, более мужские энергии. Когда я уверен в собственной силе, когда у меня все под контролем. И для того, чтобы какое-то очень важное намерение, цель была осуществима, готов император поменять, где-то скорректировать свои мелкие планы, чтобы то, что стоит на повестке дня, как знаете, первопричина или очень важный пункт, вот это осталось неизменно. А то, что в мелочах, как раз корректируется, потому что императора сложно выбить из колеи за счет того, что он готов к неожиданностям. Смена статуса, как я сказала, сама по себе, так и возможность согласовать какие-либо, может быть, документы или то, что вы хотите осуществить в высоких инстанциях. Может быть, вам и придется обращаться к представителям власти или, может быть, к высоким чиновникам, чтобы утрясать какие-то вопросы, решать, согласовывать. И это тоже нам говорит карта. С другой стороны, мы уважаем власть. Вот это очень будет важно. Для того, чтобы осуществились какие-то ваши намерения, вам будет важно быть в этих же энергиях императора. Сама по себе система иерархии проходит по карте император. И когда мы не прыгаем, допустим, через голову руководителя или пошли решать вопрос к чиновникам, значит, ступенчато проходим тоже какую-то систему иерархии. И для нас в целом это помогает. Смена статуса в первую очередь, мои дорогие, но когда вся ответственность как будто лежит на вас. С чем-то вы не можете просчитаться. Давайте мы посмотрим неожиданности. Двойка пентаклей, вообще это игра. Игра может быть по новым правилам, правда. Это легкость на подъем. Это сама по себе какая-то ситуация, которая требует выбора. И пока вы этот выбор сделать очень сложно. Об этом нам говорят. И придется где-то и вашим, и нашим. Придется одновременно сидеть, может быть, на двух стульях, пока какая-то обстановка прояснится. Или, может быть, вы столкнетесь вот с подобным человеком, как по нулевому аркану я описывала. И тут не доказывать, а может быть, вот гибко как-то лавировать вам придется, судя по этой карте. По этой карте не тратим денег, как будто если потратим крупную сумму, потом можем пожалеть. Имейте это тоже в виду. И как будто деньги-то вот не так нужны на этой неделе, сколько легкость на подъем, быстро куда-то отправиться, собраться и поменять эти планы. Вот, видимо, скорректировать больше. Взаимодействие где-то, диалоговая форма, умение быть дипломатом. Вот все то, что я говорила по императору в разных энергиях, это правда. Через неожиданности будет для вас важно. Что скрыто? Давайте откроем карту. Вообще это четверка мечей, карта покоя, но есть такой момент, это как какое-то событие, знаете, будет идти, видимо, по своим правилам, по своему регламенту, по времени. Иногда эта карта говорит о задержках, о какой-то паузе, и тут по-разному может проиграться.
Есть еще такой момент, что у вас ведь, посмотрите, несколько карт про вашу ресурсность. И поэтому, если вы чувствуете усталость, не доводите себя до каких-то крайностей, мои дорогие львы и львицы. Иначе иммунитет падает, а время у нас сейчас понятно какое, когда и вирусы поднимают голову, да, то есть сам по себе эпидемиологический период, он неблагоприятный. И если вы чересчур устали, иммунитет тоже падает, и мы более восприимчивы к заболеваниям. Поэтому, чтобы наша где-то неосторожность нас не уложила в постель, именно потому, что иммунитет где-то дал сбой и недомогание. Вот это скрыто. Вот как будто вы можете не придавать значения даже той самой усталости. Или думать, допустим, если у меня насморк банально, значит, я все равно, насморк не болезнь, я могу продолжить в каком-то прежнем ритме. Нам говорят, не торопись. Вот вам, видимо, в принципе, какая-то спешка точно на этой неделе не нужна. И надо сказать, посмотрите, император, он никуда не торопится, он сел и думает. Поэтому не ускоряйтесь, больше фокус внимания на вас самих. Что будет помогать, что будет радовать? Ну вот продолжается как раз эта тема. И если мы говорили о паузе, а это у нас карта гармонии, карта того, что мы никуда не спешим, не торопимся, карта умеренности во всем, как и в собственных мыслях, кстати, так и в собственных суждениях, в собственных планах. Ну и, безусловно, по времени нам о чем говорит? Все случится в свое время. Поэтому не ускоряйте какое-то событие, может быть, и с чем-то хочется разобраться. Но здесь вы словно во власти высших сил. Вот всю неделю, мои дорогие львы и львицы, у вас что-то на пороге для вас очень важно ценное. И педалировать эту ситуацию невозможно. Где-то взаимодействовать, может быть, и делать какие-то выводы, или прикидывать словно обстановку на пару шагов вперед, но все же отталкиваться от того, что есть в реальности. И, повторюсь, тут скорее ваша неспешность, она поможет, нежели вы куда-то ускоритесь и чего-то можете прошляпить, проносясь словно на полном ходу, понимаете? Так бывает часто. Мы не уделяем тогда внимания мелочам, а для вас все имеет значение на этой неделе. Дела, работа, бизнес, давайте мы посмотрим. Восьмерка кубков, у кого-то путешествие, у кого-то по восьмерке кубков в первую очередь идет, как знаете, у нас есть проблема или есть вопрос, который мы хотим решить, закрыть или найти выход из создавшейся ситуации, и мы его находим. А для кого-то будет означать конкретное физическое перемещение, поездка куда-либо. Может быть, это где-то будет внезапно, поэтому нам и говорят, ты тут особо не планируй, тут все случится в свое время. И если придется куда-то отправиться, как будто поехать стоит. Для вас что-то, ну вот как будто по этому колесу фортуны чего-то вы не сможете избежать, изменить. И если мы сказали, высшие силы словно помогают, значит, словно и вам по судьбе та или иная ситуация, ее просто нужно пройти спокойно. А может быть, для кого-то из вас конкретно отправиться в другую местность, чтобы там, на месте, прояснить те или иные события. И так тоже может быть. Или для кого-то из вас это может означать вот этот нулевой аркан. Я меняю работу, я ухожу. Точно. Поэтому тут важные вехи вашей судьбы могут определяться на этой неделе. Финансы, девятка мечей. Вот деньги есть, деньги будут. Но, видимо, может быть, принять вот какое-то важное решение вам не позволяет сомнения, а будет ли, например, новая работа, к примеру, я банально говорю, новая работа приносить тот же самый доход стабильный, который был у меня до этого. Может быть, доход был и нестабильный, а временами как-то с большим плюсом, но потом и с большим минусом. Или какая-то другая финансовая ситуация, которая вас, ну вот словно в какой-то мрак погружает. Буквально это карта ночного кошмара, когда человек боится открыть глаза, потому что ему кажется, что сейчас будет продолжение его сна. Он видит как-то по-другому, искаженно реальность. А реальность она, вот нам сказали, вот сама по себе карта, мы задали вопрос, обстоятельства, в которых вы находитесь, обстановка.
самодостаточности. Поэтому не устраивайте себе глубокой философии, вы просто соскользнете в какие-то ненужные эмоции, а вот выйти оттуда всегда сложнее. Тут, знаете, как вот этот тот бездонный колодец нашей ненужной философии с одним билетом, как будто в один конец, а обратно мы уже не выходим, а выкарабкиваемся. Поэтому сами не создавайте себе, мои дорогие львы и львицы, проблем в личной жизни. Ну, правда, нам, посмотрите, тут по финансам вообще не должно быть никаких размышлений даже, я бы сказала. Посмотрите, карта самодостаточности, туз пентаклей. Здесь сам ангел вам помогает. В этой карте идет не просто как значение денег. Деньги будут. Пусть это вам на личную жизнь. Но здесь сам ангел помогает, высшие силы, для вас какую-то предоставляя возможность, какую-то ситуацию. Поэтому есть риск, что вы можете от чего-то отказаться, а потом пожалеете. Сглупить вы можете, мои дорогие. Правда? Прошу прощения, но у нас все-таки есть вот этот старший аркан. И если мы видим что-то неправильно искаженно, и наши действия, они где-то могут быть тоже с элементом погрешности. Будьте, наверное, внимательны, потому что решение вы важное можете принять. И, видимо, чего-то больше не упустить, чем заглянуть в прошлое и подумать, что «а нет, я оставлю все так, как есть». Вот я вижу больше в этом. Потому что вам как будто нужно взять вот этот пентакль, который отчасти тоже похож на колесо фортуны. Понимаете? Пусть это в личной жизни. У кого-то это может быть и изменение статуса через личную жизнь, какое-то предложение. А тут начнется какая-то ненужная философия. Может быть, зависимость от партнера в плане финансов. И льву, такому яркому солнечному знаку может не понравиться, что нет, вот я так не хочу, я хочу иначе. Ну, так значит, все обсуждаемо, и есть возможность договориться по любым вопросам. Вот, видимо, будьте с гармонией в душе. Вот вам это будет помогать без резких движений и без резких заявлений. Помните, что вы словно во власти внешних сил, высших сил, обстоятельств, может быть. Вот что-то в вашей жизни уже произошло, что вы не измените никак. И вот эта неделя – очередной этап к счастью, к самодостаточности, к финансовому процветанию, к тому, чтобы вы себя чувствовали императорами, даже если меня смотрят девочки. Карта совет. Ну, вот все то, что я сейчас говорила. У вас перемены на повестке дня, на повестке недели, извините. Это карта колесница, успеха, удачи. Вот эта колесница, вам надо быть вот тем самым возничим, когда, может быть, чего-то и не побояться. Вот эта философия, повторюсь, совершенно не нужна. Само пространство, Вселенная, словно взяло над вами шефство, ангелы, хранители, и меняется, может быть, обстановка, возможности. Не заглядывай назад, не оглядывайся даже. Не удерживай какую-то ситуацию из прошлого. Отпускай. И чем быстрее, тем лучше. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Это в карте совет вам старший аркан говорит. Не противьтесь, наверное, переменам. Тут все идет своим чередом. И правда, пространство Вселенной, высшие силы хотят, чтобы вы, мои дорогие львы и львицы, были счастливы и любимы всегда. Чего и я вам желаю. Пусть исполняются ваши мечты, и пусть для вас новый 2024 год окончательно как бы растворит все ваши тревоги, сомнения, неудачи, может быть, как не без них, правда? И вы пойдете с новым оптимизмом и с новым вдохновением к каким-то новым, совершенно иным возможностям и качеству жизни.